Какое же историческое решение примет Дональд Трамп, насколько сильно оно разозлит Путина и диктатора вокруг него? Ведь у него есть методы давления на всех, кто окружает Путина, на всю ось зла. По крайней мере, мы на это надеемся. Обо всем этом говорим прямо сейчас. Меня зовут Ирина Узлова. Вместе со мной Борис Пинкус, американский политик, в прямом эфире Ютуба 24. Борис, здравствуйте. Искренне рада вас видеть. Добрий день, дорогие. Рад быть на вашем канале. И слава Украине. Героям нашим слава, дуже дякую за позицию. Друзья, спасибо, что вы вместе с нами. Присоединяйтесь, ставьте свои лайки и вопросы, конечно, обязательно задавайте. Их буду ретранслировать Борису, если они у вас есть. На все ответим, по крайней мере, точно постараемся. Ну что ж, Борис, сенатор, конгрессмен Майк Маккол, конгрессмен, республиканец из Техаса, говорит лучше поздно, чем никогда, комментируя решение администрации Джо Байдена о предоставлении нам и противопехотных мин, и разрешения бить дальнобойным оружием. Также Маккол говорит, что Путин не прислушался к новоизбранному президенту. По его мнению, разговор таки был, и Путин не услышал Трампа, который говорил ему о том, что не надо эскалировать ситуацию в Украине. Но мы видим другое. Кремль по-прежнему настаивает на том, что не было разговора раз, на том, что обострение они тоже как будто бы не совершают. Но Путин продолжает действовать и делает все, чтобы разозлить и нас, и администрацию, видимо, и нынешнюю, и будущую. По словам Маккола, теперь представители Трампа и сам Трамп должны решить, кем они хотят быть. Винстоном Черчиллем, героем Второй мировой войны, или Невиллом Чемберленом, умиротворяющим диктатора Германии. Вот такой исторический выбор стоит перед Трампом. Борис, по вашим ощущениям, мнению и знанию, какие сейчас ключевые факторы влияют на вот этот исторический выбор Трампа, чтобы он уже хотя бы к 20 января подошел с готовым сценарием? Ну, начнем с того, что Трамп на сегодняшний день власти никакой не имеет. Он будет аж 20 января будущего года, а нам важен каждый час сегодня, даже не день. Вы смотрите, что происходит в многострадальной Украине. Причем этот маньяк, террорист, агрессор, он наращивает, обратите внимание, он постоянно наращивает свою агрессию против Украины, не считаясь ни с мирными гражданами, ни с гражданскими объектами и гражданской инфраструктурой, ни с чем. С тем, чтобы поднять ставки и, как он думает, Путин, рано или поздно ему предложат какую-то сделку, а он будет на этой сделке уже, знаете, с тех позиций, которые позволят ему диктовать условия сделки, а не тому же, например, Трампу. Но он же не знает Трампа, абсолютно не знает Трампа. И он, для Путина сегодня самое страшное – это непредсказуемость Трампа. Трамп молчит, вы обратите внимание, никаких высказываний из уст Трампа нет. Забудьте про то, что говорят там вокруг его сын, там, или даже тот же Венс, будущий вице-президент, или еще кто-то. Пока Трамп сам не выразит свое личное мнение, мы не можем определить, чего он хочет. Даже тогда, когда Трамп что-то произнесет, тоже надо быть осторожным. Почему? Потому что у Трампа политика говорить одно, делать другое. Вот это его непредсказуемость является его главным оружием, что устрашает этого Путина. Поэтому он не случайно дважды подчеркнул, что он за демократов. Однажды он выразил поддержку Байдену, а буквально за несколько дней до выборов, до 5 ноября, он высказал поддержку Харрис. И это было правдой. Ему предсказуемость Байдена более комфортабельна. А предсказуемость Байдена основана на набившей оскомину условиях. Не эскалируйте, не провоцируйте, мы не собираемся с Россией воевать. Это то, что нужно было Путину. И поэтому он очень рассчитывал, что Харрис победит. И он добьет Америку тем, что он будет делает все, что он хочет в Украине, до тех пор, пока он не поработит всю Украину. Увы, не произошло это. Трамп, человек, который сегодня является нужным человеком в нужное время на нужном месте. Трамп работает над своей стратегией сегодня. К сожалению,
Ситуация, с которой он сталкивается, настолько нестабильна, что он вынужден, видимо, я в этом не сомневаюсь, постоянно корректировать свои планы в связи с событиями, которые имеют место на украинской земле. Постоянно корректировать. Но в то же время уже можно сегодня сказать, какую стратегию он планирует, Трамп, войдя в Белый дом. Причем стратегия его, самое главное, будет основана на том, что он произнес у нас на съезде нашей партии, когда мы его номинировали. И эту стратегию уже озвучивает и его будущий госсекретарь Марко Рубио. Стратегия гласит, Америка будет всегда стремиться к миру, но с демонстрацией силы. Америка всегда будет стремиться к миру и смотреть на этот мир сквозь призму наших вооруженных сил. Вот это стратегия Трампа. Поэтому он сегодня интереснейшим образом набирает людей в свою команду. С одной стороны, это ястребы в лице того же Марко Рубио, которого я напомнил. Это еще тот ястреб, именно Марко Рубио, как сын иммигрантов из Кубы, с той самой страны, которая является и по сей день вассалом той же России, именно Марко Рубио ненавидит диктаторские режимы, и Путин один из них, и ему будет дозволено вести внешнюю политику. Второй – это вот Майк Волтс, советник по национальной безопасности. Именно он был и будет оставаться одним из главных советников, вернее, самый главный советник по национальной безопасности, который будет ориентировать Трампа на демонстрацию силы в тех случаях, когда это необходимо. И третий – это Пит Хексет, молодой, способный, образованный, прошедший войны и в Ираке, и в Афганистане, хоть и неопытный в вопросах внешней политики, но зато очень проукраинский, очень произраильский. И он взят на работу только для того, чтобы навести порядок в Пентагоне, чтобы помочь Трампу вышвырнуть тех, кто и представлял собой так называемый Deep State, которые годами саботировали то, что нужно делать при защите наших национальных интересов за пределами Америки. Это было еще в первую каденцию Трампа с 16 по 20 годы. Это с одной стороны, это я назвал ястребов, но он взял и пару голубей. Почему? Потому что у него должен быть довольно широкий спектр в арсенале тех, знаете, вот тех, реализации тех планов, которые он обязан просто как лидер крупнейшей экономики мира, как лидер страны с самыми мощными вооруженными силами, и уметь пользоваться там, где надо, силой, и там, где надо, рычагами экономики. Да-да-да. Вот для этого он взял к себе в команду очень известных людей. Это Илон Маск. Илон Маск, который и будет влиять на те страны, которые остро нуждаются в экономических связях с Америкой. Одной из таких стран является Китай. Это раз. А у Илона Маска большие инвестиции в эту страну. И второй человек – это Гарольд Лютник, назначенный министром торговли. Он с Уолл-стрита, один из миллиардеров, прекрасно знающий ситуацию в тех странах, которые могут
через экономические каналы, знаете, вот следовать за нашей страной, за Америкой и в политических вопросах. Этот Лютник как раз-таки тоже имеет немало инвестиций в экономике Китая. Таким образом, я не случайно стал говорить о Китае. Если одним из оружий Трампа является ультиматум будет представлен тому же Путину, это одно из моих предположений. Каким образом? Представьте себе, что Трамп набирает номер этого Путина и говорит: я тебе даю время на вывод твоих войск с территории Украины за границы 1991 года. Конечно же, он получит тут же отказ. В этом нет никакого сомнения. Но тогда у Трампа, скорее всего, не останется другого, как ответить. Цитирую. Это будущее, скорее всего, цитата. Я дам Зеленскому тогда все то, что он просит, и даже больше. Все. Вот это один из вариантов. Есть другой вариант. Какой? Это многоходовка. Если даже вдруг будет какое-то замораживание, на чем настаивают, например, и не только демократы, но и часть республиканской партии вдруг. Но я не сомневаюсь, что это не будет сделано без согласия того же Зеленского. Если даже вдруг это произойдет, ну, я вам больше скажу, на этом настаивает еще ряд лидеров европейских стран. Тот же Шольц, к примеру. И я уверен, и Макрон пойдет на это. Это флюгеры. Так вот, если даже это и будет место, это не значит, что Трамп сдаст Украину. Этого не будет никогда. Если даже будет иметь место заморозка, это будет промежуточным шагом к достижению цели. Цель – выдворение варваров за границей 1991 года. Вот таким образом. Это второй вариант. И третий вариант, с которым я связал присутствие в команде Трампа двух голубей, каковыми я называю и Илона Маска и Гордона Лютника, это экономическое давление на Китай. Именно Китай сегодня является главным кислородом Путина в той войне, которую он ведет против Украины. Именно Китай является той мощной поддержкой, которой пользуется Северная Корея, ставшая соучастницей войны в Украине. Именно Китай поддерживает Иран. Тот самый Иран, который по сей день, находясь в тесных связях с Россией, тоже является соучастницей войны в Украине. Таким образом, у Трампа есть планы, скорее всего, и я имею даже эту информацию из близкого окружения того же Трампа, к примеру, что, вступив в контакт с Си Цзиньпинем, Трамп сможет убедительным образом, вот именно вот давя на мозоли этого Си Цзиньпиня, которые являются его болевыми точками, я имею в виду в экономическом смысле, заставить Си Цзиньпиня следовать его же собственным словам, которые гласят, что границы любого государства, общепризнанные мировым сообществом, являются незыблемыми. Это слова Си Цзиньпиня. И это напрямую относится к Украине. Речь идет о границах 1991 года. Это первое. И второе. Слова того же Си Цзиньпиня, которые адресованы Путину, когда он сказал, что применение неконвенционального оружия неприемлемо. Вот это очень важно. И сегодня, когда Путин уже открыто сам угрожает не просто Украине, он угрожает самой Америке с применением вот этого, видите ли, ядерного оружия, то, слушайте, ну куда дальше? Чего еще ждать? Что еще должно в мире произойти, чтобы Путин это сделал? Вы мне скажите. Да. Это серьезнейший вопрос. Поэтому у Трампа это сегодня самая высокая потребность в вовлечении этого вопроса и решении этого вопроса. Это приоритет номер один.
Вот в этих двух направлениях, я думаю, Трамп работает, и мы не услышим из уст Трампа напрямую, что он думает, что он планирует до 20 января будущего года. Во-первых, у него еще нет окончательного, видимо, плана, как поступать, хотя остов есть, скелет, но вот в свете этих, знаете, вот быстро меняющихся событий и в Украине, и на Ближнем Востоке, у него пока нет возможности до конца оформить эту стратегию. И она, несомненно, будет меняться каждый день, каждую минуту до 20 января. Торопятся диктаторы, прежде всего Путин, с тем, как я уже сказал, чтобы прийти когда-либо к мирным переговорам с тем же, допустим, Трампом, с высоких позиций, с высоких ставок. Торопится Трамп тоже. У него есть причины торопиться. Во-первых, он прекрасно знает, что происходит на многострадальной украинской земле. Его информируют, он следит за этим. Это раз. И во-вторых, у него времени мало. Это его, во-первых, последний срок, 4 года. И второе, очень многие его планы, решения, которые должны быть одобрены Конгрессом, могут быть эффективны или с большой вероятностью приняты Конгрессом только в период с 25 по 26 год. Это как раз то время, когда республиканцы будут иметь еще большинство в нижней и верхней палатах. А в 26 году у нас будут иметь место промежуточные выборы. Вот тогда, вероятнее всего, состав конгрессменов в нижней палате может измениться с большой вероятностью, не в пользу республиканцев. И вот тогда в оставшиеся 2 года у Трампа очень низка вероятность воплощения в жизнь тех предложений и решений, которые он будет принимать уже после 26 года. Поэтому Трамп торопится тоже. Но имейте в виду, на фоне глобальных проблем Украина, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, приоритетом является Украина. Это самое главное сегодня. Поэтому, с одной стороны, сила, демонстрация силы перед лицом этого Путина. И второе, привлечение одного из, знаете, вот главных источников вот этой поддержки Путина, это Китай, привлечение Китая. Тем более у Трампа есть потрясающие возможности заставить Си Цзиньпиня принять именно стратегический план Трампа. Вот такая сегодня ситуация. Я не говорю о том, что происходит у нас внутри партии, конечно, и даже вот маленький вам пример. Я был очень рад, что антиукраинца, такого как Матта Гейтса, вышвырнули из Конгресса, его больше нет. Впереди утверждение остальных кандидатов в Сенате. Посмотрим. Очень надеюсь, что такая вот тоже, знаете, одиозная Габбард тоже будет вышвырнута. Я очень надеюсь. Хотя, я вам честно скажу, хоть она и будет, если вдруг утверждена директором разведслужб Америки, ее влияние на Украину не будет столь значительным, потому что она будет занимать чисто административную должность. А доклады все-таки Трампа будут класть на стол директор ЦРУ с одной стороны, и с другой стороны у Трампа привычка работать непосредственно с председателями отдельных подразделений, а у Габбард будет их 17. Так вот,
даже я вот просто на всякий случай говорю, что если вдруг по каким-то причинам Габбард все-таки утвердят, то не надо падать в уныние. Я думаю, что ничего, это такого сильного влияния на отношение Америки к Украине не будет иметь места. Тем более, что у нас в Конгрессе все еще есть большие друзья Украины, преданные друзья. Одного из них вы уже назвали. Майк Маккол, председатель комитета по иностранным делам. Есть еще Майк Роджерс, большой друг Украины, председатель комитета по вооружениям. И, конечно же, Майк Тернер, председатель комитета по разведке. Вот это очень важно. И даже если Габбард будет утверждена, то она будет отчитываться перед Майком Тернером. Вот это очень важно. Так что в этом отношении ничего страшного. Но я все-таки надеюсь, что ее не утвердят. Вот как раз-таки вот эти 3 Майка и работают с сенаторами, чтобы дать понять, что ей там не место. Ее надо убрать. Посмотрим, что будет. Посмотрим. Майки и Майклы, и Марки, все так смотрим, что будут держать марку поддержки Украины. Борис, действительно, мы поняли, сценарии есть разнообразные, торопятся все, но кажется, что Путину как раз не поспеть. А в то же время не только вопрос Украины, но и вопрос как раз нефти и экономики может стать тем камнем, который добьет, или камнями, которые добьют, и Россию, и Иран, и Китай, и всех этих дружков. И принцип drill, baby, drill, кажется, будет реализовываться с первых дней Трампа. Пишет об этом Reuters, что Трамп готовится реформировать энергетический рынок США и также стремится увеличить даже продажи земель для добычи нефти и газа, сосредотачиваясь на участках с высоким потенциалом. Тарас Загородний, наш политтехнолог, который с самого начала, очень давно, еще приблизительно на протяжении последнего года, наверное, всегда говорил, один из немногих, что победа Трампа никакой катастрофой для Украины не обернется, а как раз для России может скорее наоборот. И вот Загородний говорит, что Трамп точно снимет все ограничения на экспорт нефти и газа из США и Канады. И, по сути, в таких условиях Россия и Иран будут вынуждены тренироваться есть свою нефть и занюхивать газом, поскольку потребность в их энергоресурсах существенно снизится. А насколько действительно этот фактор может тоже перевернуть расклады в геополитике и вокруг России в том числе? Ну, смотрите, давайте далеко ходить не будем. Возьмем тот же опыт Трампа в первой каденции. Именно Трамп критиковал «Северный поток-2». Именно Трамп обосновывал это свое решение критики «Северного потока-2» тем, что нефтедоллары являются кислородом Путина. Именно Трамп сделал все возможное, чтобы нашу страну, Америку, превратить из импортера в экспортера энергоносителей. Вот для этого он реанимировал так называемый Keystone Pipeline, это нефтепровод из Канады в Техас. Именно Трамп задействовал или возобновил крекинговый способ нефти и газа, что обеспечило нам быть уже экспортером энергоносителей. И тогда он европейцам сказал: слушайте, прекратите кормить Путина нефтедолларами, покупая его энергоносители, и в то же время прося у меня помощь на вашу оборонку. Это нечестно. Вы хотите избавиться от Путина? Откажитесь от его энергоносителей. Пусть он сам, вы знаете, ищет свои резервы, а мы посмотрим, кто еще будет его поддерживать. Другими словами, у Трампа сегодня потрясающие возможности. Он, как я уже сказал, имел опыт. Именно тогда, в первую каденцию, он добился того, что цена за баррель со $120 была снижена до $40. Для этого он очень близко подружился с королем Саудовской Аравии и с его сыном, с принцем Салманом. Именно тогда он через Саудовскую Аравию повлиял на ОПЕК, которая и помогла добиться цены $40 за баррель. Это была заслуга Трампа. Поэтому сегодня он пойдет вот по такому же пути. Непременно. Другими словами, знаете, какая цель Трампа? Помочь в той же России холодильнику победить этот телевизор. Да. И это к этому приведет, когда Путина не будет денег, поступающих от своих энергоносителей. А я вам приведу пример. Европа лицемерная, навешивая Путина санкциями,
продолжает по сей день покупать энергоносители у той же России. Я вам приведу пример. За один только прошлый год Европа купила, то есть подарила Путину более 2 миллиардов долларов. Казалось бы, это не так много, и тем не менее этого достаточно для Путина, для того, чтобы кормить или платить тем же северокорейцам, там сейчас говорят уже хуситов он собирается привозить к себе, йеменцев и другое. То есть, если покопаться, можно очень многое наковырять того, что делают европейцы подпольно, на публике говоря одно, а на самом деле другое. Это очень серьезно. Поэтому Трамп не любит, знаете, вот такую политическую корректность. И вот буквально в воскресенье у него в Мар-а-Лаго в гостях был Майк Рютте, новый генсек НАТО. Он вышел от него очень воодушевленный, довольный. Причем до такой степени, что он прямо сказал, что мы, европейцы, должны делать больше. Вот это было главное резюме Майка Рютте после встречи с Трампом. То есть Трамп на пальцах показал ему, что делаем мы для обеспечения безопасности Европы и что делают сами европейцы. Наверное, Майку Рютте было стыдно это слышать. И он признал это, скорее всего. Поэтому Трамп будет делать реформы, глобальные реформы всех институтов международных, начиная от самого НАТО. За ним последует Европейский Союз. Очень важно. Я не говорю про эту коррумпированную Организацию Объединенных Наций. Это предмет отдельного разговора. Он займется коррупцией всех лидеров этих организаций, я имею в виду прежде всего Организацию Объединенных Наций и подчиненных им Всемирной организации здравоохранения, там, например, ЮНЕСКО, например, и многие другие, которые живут на наши деньги. Там 27% от 3,4 миллиарда официального бюджета Организации Объединенных Наций мы платим, налогоплательщики. Следующий, кто вносит, это Китай, всего лишь 16%, а мы 27%. Вот представьте себе. Я не говорю о наших миллиардерах, которые отдельно еще вносят деньги в те или иные проекты НАТО, Организации Объединенных Наций. Это тоже деньги, которые используются для своих коррупционных действий отдельных организаций, подчиненных ООН. Трамп обо всем этом знает, и он непременно будет этим заниматься. Тем временем, конечно же, нам нужно решать вопрос войны в Украине. Любой ценой. И вот то, что сегодня Путин дразнит Трампа, и вот он вот в том самом разговоре телефонном, который вы уже упомянули, о чем писал Вашингтон-Пост, Трамп предупредил его: не эскалируй, не нагнетай. И тем не менее, ответка Путина была: пожалуйста, вот та самая ракета баллистическая, которую он бросил на Днепр. А теперь смотрите, что произойдет сейчас. Ведь Путин этим не ограничился. Он показал на своих каналах телевизионных обнаженную Меланию, будущую леди, и вот буквально пару дней назад самого Трампа. То есть он его дразнит. Но Трамп такие вещи не прощает. Он очень злопамятный. И мы будем свидетелями того, как Трамп разделается с Путиным. И очень скоро. И будем весьма с удовольствием наблюдать за этой картиной, за даже не документальным, а реальным страшным кошмаром и хоррором для Путина. Соединенные Штаты Америки серьезно воспринимают угрозы России относительно удара по новой базе противоракетной обороны в польском городе Редзиково. Об этом говорит советник Белого дома еще нынешней администрации Джон Кирби, комментируя угрозы, которые ляпнула на днях пресс-секретарь российского МИД Захарова. Но почему я полагаю, что Россия не рискнет бить по объектам Штатов в Европе? Ведь это... И войны. Да, объявление войны против Америки. Да. Совершенно. Ну, вы знаете, мы говорили много раз в разных эфирах, вы знаете, вот это хвастовство, это признак слабости. Тот, который хочет, он сделает без объявления. Ему не надо объявлять 100%. это. Это вот, знаете, вот это тот самый сумасшедший. Кричит: ой, держите меня, а то я его ударю.
Вот нечто подобное. Ну, а что, он за идиотов принимает американцев? Мы же все это знаем. Все это знает окружение Трампа, и не только, и Байдена тоже. То есть за всем этим у нас есть наблюдение, и есть каналы, между прочим, связывающие Белый дом с путинским окружением, по которым сообщается, что мы знаем, мы следим, мы слышим. И любое твое движение в том или ином направлении будет отвечено адекватно или даже с опережением. Скорее всего, так оно и будет. Поэтому то, что сегодня изрыгает Путин сам и его утюги, это говорит о том, что очень плохие у них дела. Путин сегодня изрыгает это как предсмертная конвульсия. Вот я то сделаю, я это сделаю. Вот сегодня у меня одна баллистическая ракета, завтра вторая полетит, там какой-то орешник, а там, глядишь, там шиповник. Короче, лес да огороды. Пошел бы ты сам лесом. Вы понимаете, так оно и будет скоро, несомненно, все к этому идет. Просто весь вопрос в том, когда этот конец наступит и какой ценой это обходится великому украинскому народу. В этом вся проблема. Поэтому торопиться надо. Нам не меньше, чем торопится это делает Путин, которую я вот часто упоминаю. Это Путин первым напомнил из своего детства, когда у него в подъезде, видите ли, завелись крысы, и он боролся с ними. И вот последняя крыса, загнанная им в угол, которой нечего было больше делать, как идти напролом. Знаете, вот атаковать, идти в атаку. И идет ва-банк. Это говорит о том, что у него дела плохие, очень плохие. На Западе это знают, и мы ждем с минуты на минуту действий. И другая хорошая новость в том, что ведь Байден начал кооперироваться с Трампом. Особенно вот эта двухчасовая их встреча, она была очень знаменательной. Они оба расстались в хорошем настроении. И есть информация о том, что Байден постоянно на проводе с Трампом. Он координирует свои действия, согласовывая с Трампом. Почему? Да потому что Байден, несмотря на то, что он оставляет ужасающее наследие после себя, он хочет хоть чем-то войти в историю как позитивный президент. А для этого он хочет хлопнуть дверью. Да так, чтобы хоть чем-то помочь Украине, которая уже с первого дня войны просит помощи. И вот Байден вдруг, я уверен, согласовав это с тем же Трампом, решился на поставки вот этих самых атакамсов большого радиуса действия и даже разрешением на их использование на территории самой России. Это позитив. Но этого мало. Я думаю, еще кое-что должен предпринять Байден. Обязательно. Не без согласия того же Трампа. И это будет обязательно. Почему? Потому что Байден уверен, что то, что он сегодня делает, наращивая помощь Украине, будет продолжено Трампом после 20 января. И тем не менее, это войдет в историю как Байден, явившийся родоначальником принятия решения о оказании помощи Украине оружием наступательного характера. Хотя бы этим. Вот это важно для того же Байдена. Ну, я буду вынужден еще одну хорошую новость вам напомнить. Почему сегодня Байден расположен к Трампу? Дело в том, что сами демократы сегодня шельмуют Байдена, обвиняя его в том, что поражение Харрис было именно благодаря тому, что Байден не решился объявить о том, что он не будет баллотироваться на второй срок намного раньше. Ибо, как говорит Пелоси, и ей вторит пахан этих демократов, Обама, если бы Байден объявил об этом намного раньше, то у Харрис было бы больше времени заняться предвыборными делами и привлечь больше сторонников в свой лагерь. Вот так вот они трактуют. И даже сегодня они требуют, чтобы он объявил об уходе сегодня. И оставшееся время Харрис была бы президентом. Цель
нагадить республиканцам, окей, и сделать все возможное, чтобы этот самый Байден был наказан за то, что именно он способствовал тому, что демократы проиграли 5 ноября. Это же балбесы, они не понимают, что американский народ руководствовался не тем, чем сегодня мотивируют вот эти балбесы, горе-лидеры демократов, а тем уровнем жизни, который они имеют сегодня в Америке. Высокая преступность, высокие цены на товары первой необходимости, нелегальная иммиграция и многое другое. И даже 2 войны, которые имеем мы сегодня именно при Байдене. Одна в центре Европы – это Украина, и вторая – Ближний Восток. Многострадальный Израиль по сей день борется за свое выживание. Именно благодаря Байдену. Вот это были причины, почему народ наш пришел и проголосовал за Трампа. Вот это демократы не хотят понять. Но Трамп, на которого сегодня возложена огромная ответственность, надеемся очень и верим в это, что он примет правильное решение и никогда не сдаст ни одной пяди земли Украины. И вот тот самый Майк Маккол, с которого мы начали нашу с вами беседу, один из тех, на кого опирается Трамп. Вот это наша надежда. Это дает нам веру в том, что Трамп не подведет Украину. Борис, будем действительно надеяться и будем рассматривать все сценарии, к ним тоже готовиться, конечно же. Да. Спасибо вам огромное за сегодняшнее интервью. Благодарю вас за вашу аналитику. Спасибо, что находите время. До скорой встречи. И за позицию также спасибо. Всего доброго. Спасибо большое, дорогие. Мы победим. Не падайте духом. Никогда. Другого пути нет. Однозначно, путь Только только к победа. победе. Только Однозначно и синхронно. Борис, спасибо большое за то, что вы тоже, Спасибо. конечно же, усилия к этому добавляете. Спасибо, всего доброго, до свидания. Спасибо, дорогие. Всего доброго. Слава Україні! Героям нашим слава. Дякую. Борис Пинкус, американский политик. Ирина Узлова была вместе с ним. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Почти 3000 человек работало в прямом эфире Ютуба 24 вместе со мной, Ириной Узловой, Борисом Пинкусом. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш Ютуб. Оставляйте свои комментарии. Берегите себя. Верьте в вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.